Всех приветствую на канале. В данном видеоуроке покажу, как вязать вот такой вот цветочек. Такой назовем ее розочка. Я уже присоединила, кстати, к резиночке. Буду использовать для волос для своей дочери. Покажу подробно, как связать, как рассчитать, как связать розочку меньшего размера, как соединить. Все в данном видеоуроке. Вообще вяжем в технике тунисское вязание крючком. Вот еще у меня такой лайт вариант, такой легкий. Здесь розочка связана из летней пряжи. Здесь, по-моему, хлопок с вискозой. Вот такой мини-вариант тоже может быть. Смотрите, какая красота. Для работы нам понадобится шнур. У меня вот такой вот шнур, он немножко такой с блеском, да, это шнур Карамель Дольче Бэби. Толщина 2 миллиметра, где в одном моточке 240 метров. Цвет лайм и вот такой, по-моему, это черника. Вот. И вязать будем крючком номер 3, но крючок у вас должен быть без ручки. Просто такой вот длинный крючок. Еще нам понадобится иголочка и по желанию бусина. Но бусина это не обязательно. Итак, вязать сам цветочек будем вот этим цветом лайм. Мы так делаем узелок, первую петельку, и для работы набираем количество петель кратное 5. Я наберу 45 воздушных петель. То есть смотря какой, если вы хотите более пышную розочку, набирайте 50-55, я набираю 45. Четыре 45. Вот такая цепочка из воздушных петелек получилась. 45 воздушных петелек. Далее мы делаем накид и 1, 2, 3, 4 в четвертую петельку. 1, 2, 3, 4. Четвертую петельку вытягиваем, провязываем. Далее снова накид и снова в эту петельку вытянули, провязали. 3 петли на крючке, провязываем их вместе. Далее вяжем 1, 2, 3 воздушные петли. Делаем накид и в соседнюю петельку. Снова вот так вот вытянули. Опять в эту же петельку вытянули, провязали 2 петли и еще одну. То есть должно быть вот таких вот 3 столбика с накидом, когда на крючке 1, 2, 3, 4 петли. Все остальные вот так вот провязываем. Это только первый вот этот наш кластер, где на крючке было 3 петли. Далее на крючке у нас будет 4 петли. Провязали. Делаем накид и отсчитываем 1, 2, 3, 4. Четвертую полупетлю вытянули, провязали, накид снова сюда, провязали 2 петли и еще один столбик с накидом. Вот так вот провязали. 4 петли на крючке, провязываем все вместе. 1, 2, 3 воздушные петли. И в соседнюю петельку мы снова провязываем 3 столбика с накидом. Такие вот неполные столбики. 4 петли на крючке, провязываем их вместе. Вот получается вот такие вот, смотрите, как бы лепесточки, и посередине по 3 воздушные петли. Снова делаем накид 1, 2, 3, 4 в четвертую петлю и делаем то же самое. 1 провязали, 2, 3, 4 петли на крючке и провязываем. И далее провязываем 3 воздушные петли, и в соседнюю петельку мы формируем точно
такой кластер из 3 столбиков с накидом. Раз, не довязывая их. 2. И 3. 4 петли на крючке провязали. Вот смотрите, вот такие вот. Вот здесь у меня 3 элемента, да, которые провязываются рядышком в соседнюю петлю, и между ними 3 воздушные петли. И расстояние от одного элемента к другому, опять же, 3 воздушные петли. То есть мы в 4-ю начинаем вязать. Вяжем до конца ряда, а я вам покажу, как вязать следующий ряд. Итак, мы довязываем последний элемент. У нас остается 5 воздушных петелек. Как обычно, делаем накид и 1, 2, 3, 4 в 4-ю петельку. Провязали 1, 2 и 3. 4 петельки на крючке, провязываем их вместе. 1, 2, 3 воздушные петли и последнюю оставшуюся петельку. 1, 2, 3. Все, 4 петельки провязываем. Вот смотрите, что у нас получилось. Всего получилось вот именно по 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 вот таких вот кластеров по 2 элемента. Ну, либо всего 18 вот таких вот элементов по 3 столбика с накидом. Далее переходим на второй ряд. Здесь смотрите очень внимательно, потому что здесь уже мы будем сразу же вязать и второй нитью. То есть делаем воздушную петельку, повернули вязание, соединительной петлей вытянули петельку и вот так вот разворачиваем крючок тыльной стороной. Это у нас первая петля считается. Делаем накид, захватываем, вторая петля, накид, третья петля, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я и 10-я. Всего делаю 10. Да, крючок выводим в эту сторону и отсюда начинаем вязать другим цветом. Берем наш, я буду синий цвет. Вот это такое очень красивое сочетание лайма с синим цветом. Так, делаю узелок. И начинаю вязание по 2 петельки. Смотрите. Провязали. Снова идем 2. Провязали. Провязываем каждые 2 петельки. 2 провязали. Очень красивый такой получается ободок. Снова 2. Две петельки, и в конце у нас остается 1 петля. Вот так вот провязали и закрепили воздушной петлей. Далее берем отсюда нашу желтую ниточку, вот так вот перед собой проводим вперед, и между нашими кластерами ныряем и провязываем столбик без накида, вытягиваем петлю. Ну вот как-то так получается. Так, разворачиваем наше вязание. Сейчас снова тыльной стороной крючка будем вытягивать большие петли. Вытягиваем сначала одну первую петлю. Так, вот этим пальчиком можно придерживать, да, вот эту синюю петельку, чтобы она не мешала. Делаем накид и вытягиваем дальше. Вторая петля, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я,
и 10. Вытянули, опять же крючок вот таким вот образом отодвигаем, переходим снова к нашему синему цвету, делаем нашу вот эту петельку поменьше, надеваем на крючок, и точно так же мы провязываем по 2 петельки. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и последняя одна петелька провязали, воздушной петлей закрепили. Вот эту ниточку опять же берем перед собой и уводим в правую сторону, чтобы здесь посерединке между кластерами закрепить столбиком без накида. Вот какие у нас получаются красивые веерочки вырисовываются. Все таким образом мы провязываем. Сколько у нас еще будет? 2 веера есть. Еще раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Всего должно быть 9 таких веерочков. Вяжем самостоятельно остальные элементы точно таким же образом, как я вам показала, до конца ряда. Итак, нам остается провязать последний кластер. Еще раз покажу. Вот эту синюю ниточку вводим в сторону, берем крючок не основной, а с тыльной стороны и вытягиваем вот таким вот образом петельки. Раз, с накидом далее 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Пододвигаем наш крючок, берем теперь уже синюю ниточку, так, и по 2 петельки провязываем. И последняя наша петелька, делаем воздушную петлю, так как это был наш последний кластер, смотрите, мы берем нашу салатовую ниточку, мы сейчас ее закрепим, просто вот таким вот образом провязали. Да, и мы ее полностью не обрезаем, мы оставляем хвостик для сшивания нашего цветочка. Оставили хвостик и вот так вот вытягиваем его. Так, а что касается нашей синей ниточки, то мы ее просто тоже красиво закроем в этом уголочке. Вот прям даже можно в том месте, где мы закрепили салатовую. Тоже соединительной петлей, воздушная петля, и обрезали нашу ниточку, вытянули, и теперь хвостик этой синей спрячем. Сейчас покажу, что получилось. Итак, смотрите, когда наш цветочек получился вот в таком вот виде, вот здесь мы оставили хвостик для сшивания, берем нашу иголочку, заправляем наш хвостик. Видите, в такие пластиковые иголочки, они с большими ушками, легко заправлять. Такие шнурочки, ниточки, да. И теперь начинаем собирать наш цветочек. Вот так красиво укладывая серединку. И далее вы уже смотрите, чтобы цветочек просто красиво был сформирован, чтобы лепесточки ложились не один на один, а вот так вот рядышком.
Ну, вот как-то так. Как-то так. Берем иголочку. Теперь здесь незатейливыми такими движениями просто вот так вот насквозь собираем на иголочку и, можно сказать, вот так вот прошиваем. Все, можно как бы получше закрепить. Я вам показала сам смысл, как он закрепляется. Итак, смотрите, я посерединке еще присоединила бусину, просто иголочкой. Если у вас бусина без дырочек, можно просто клеем-пистолетом ее сюда присоединить. С бусиной, как по-моему, вообще интересно. Хороший вариант именно из шнура получается, например, если вы присоединяете потом эту розочку на резиночку. То есть для ребенка на хвостике, ну, вполне даже себе. Причем вы же можете розочку сделать по вашим размерам. Как я и говорила, изначально вы набираете количество воздушных петель, которое делится на 5. То есть вы можете большую розочку, маленькую розочку, набрав меньше петель. Это розочка из шнурочка. Вот эта розочка у меня из обычной такой летней пряжи. Это, по-моему, хлопок плюс вискоза. И обвязка тоже такой тоненькой ниточкой. То есть ее я вязала, набирав 40 воздушных петель. Она немножко меньше. И вязала крючком номер 2. Тоже такой вполне себе интересный вариант, но мне нравится больше вот это, потому что она такая плотная, она не развалится, если вы свяжете, например, и закрепите на резиночках. И, как по мне, очень красивое сочетание цветов. Ну, очень красиво получилось лайм плюс синий. Если вам так же, как и мне, нравится сочетание цветов, напишите, пожалуйста, в отзывах, мне всегда приятно. И напишите, какая вам понравилась больше. Именно летний вариант, вот такая хлопок плюс вискоза, либо вариант из полиэфирного шнурочка. И если вам полезен был мой мастер-класс по вязанию вот такой вот розочки, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!